друзья! Я рад приветствовать вас на канале Ренат Строит. А тем, кто видит меня впервые, добро пожаловать! Если вы не подписаны на мой канал, просьба подпишитесь. Тем самым вы поможете моему продвижению. А если еще прожмете лайк или дизлайк и напишите комментарий, я вам буду безмерно благодарен. Друзья, ну уже стемнело, и к нам приехал Ренат с кое-чем. Ренат, приветствую. Приветствую, Дмитрий. Мои друзья, компания Эволюция Тепла, вас смотрят ваш канал и мой канал, и знают про ситуацию с Василием, что ему строится дом, что вопрос стоит по поводу отопления этого дома. И они, поговорив со мной, предложили вариант, что предоставить печь для обогрева дома Василия. Но прежде чем привезти печь, мне нужно сделать все технические замеры, посмотреть, где она будет стоять, как она будет, чтобы полностью скомплектовать печь. Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving towards the sun with a rose and a gun. У меня вроде все сейчас на данный момент. Я посмотрел, в принципе, сюда все эти есть. Все скомплектуем полностью: дымоход, шибер, дефлектор будет стоять наверху. Здесь по изоляционным материалам тоже по максимуму скомплектуют завод и предоставят. Друзья, сейчас нахожусь на заводе компании Эволюция Тепла. Здесь у них в магазине выставочно представлен огромнейший ассортимент банных печей, отопительных печей. Сейчас я вам все это покажу. Также у них очень классные, очень правильные дымоходы. Называется Эвоход. Вот можете видеть, все это выполняется. У них внутри в дымоходе используется перлит. Сейчас там образец стоит, я вам тоже покажу все. Вот такие печки. Вот хочется сказать, что эта компания помогла с печью для бани, которую мы делали для Нины Александровны. И сейчас компания Эволюция Тепла решила помочь и Василию с отопительной печью. Сейчас я ее уже загрузил к себе в машину и решил пройти немножечко, сделать обзорчик, показать ассортимент, потому что я думаю, вас многих заинтересует. И также есть дилеры по всей России в этой компании, и есть даже в близлежащих странах СНГ. Точно знаю, что есть у них представитель этой компании в Казахстане. Так что если вам нужна какая-нибудь печь банная или отопительная, обязательно обратите внимание на эту компанию, потому что смотрите, какие классные печи они делают. И как вы знаете, я занимаюсь строительством бань, и в свои бани я тоже ставлю печи от этой компании. Также у них широкий ассортимент не только печей, они делают вот такие мангалы, гриль. Вот, мангальчик очень классный, чугунная решеточка. Все очень в хорошем качестве. Приятно не только смотреть, но и пользоваться. И самое, что мне очень понравилось, это вот их камины. Когда, если вдруг мне понадобится, я обязательно буду в себе устанавливать такой камин. Посмотрите, какая красота. Камин называется Бархан. Вот каждой печи у них идут инструкция по монтажу, как все эксплуатация должна проходить. Все здесь указано. Видите, какая красота. Так что обязательно, если терзают муки, что выбрать, я от себя рекомендую именно вот такие печи. Ну что, друзья, наконец-то я добрался до места. Сам, да, без помощи? Да, без помощи. Привет. Сегодня не заблудился. А ты, Роман, по-моему, да? Ренат, очень приятно, мы еще не знакомы. Going nowhere, I swear. Lying out
Здрасте, здрасте, люди добрые. Строит. Вы, как всегда, первее нас. Все. Нет. Мы, как всегда, позднее всех. Вот так вот, друзья, происходит строительство дома. Так происходит исправление ошибок строительства дома. Это первый ком все-таки блином вышел. Давай наоборот. Вась, ну предлагаю отвлечься. Чуть-чуть. Да, есть небольшой подарок. Ну, даже, наверное, не совсем правильно сказано небольшой. Я считаю, что для тебя он Большой. очень значимый, очень важный. Вот, и предлагаю сходить, посмотреть, что Пойдем. именно. Так. Пойдем. Полная машина, Вася. Вот такого добра. Ого. Шильдик специально Крутая висит, потому штука. что печка выполнена по лицензии профессора Будакова. Ну вот там запатентована данная печь, и кто ее изготавливает, должны делать именно по тем же чертежам, по разрешению, по лицензии. Вот, печка очень классная. Вот. Но сейчас, я думаю, все прелести, все нюансы про нее рассказывать не буду, нужно да. ее достать. На сколько кубов рассчитана такая печка? Она по площади получается до 60 квадратных метров. То есть у нас Ого. тройной запас, да? Или... Ее в любом случае нужно будет Сначала протопить, да? протопить пару часов на улице. Ну, чтобы масло вот это Она новая, абсолютно новая. Все вот эти угару. Вот это, масла, краски, все они должны немножечко обгореть. Сам металл должен Прокалиться. да, прокалиться полностью. Но в любом случае не нужно топить ее. Нужно аккуратненько, без фанатизма. Ну, понятно, да. Вот, тем более у тебя помещение в 4 раза меньше этого запаса, который у нее есть, как бы. Ну, Соответственно, затрат нужно дров будет меньше. тебе найти тот баланс, сколько тебе дров закладывать. Мгм. Потому что если чуть-чуть переборщишь, будет находиться Слишком слишком забавно. жарко, как бы и некомфортно. Даже прям очень тепло. Ну вот, вы обращайтесь, если что. Ведь я рад, что я помог вам. Все хорошо. Даже жарко от чего-то. Прям жара пошла. Уже как из печи. Все нормально. Блин, пульт плавится. Зрители посмотрят, как она выглядит. Сегодня у нас с вами на распаковке Печи от компании «Эволюция тепла». Да, вообще просто шикарная печка, ребят. Да, еще раз хочу сказать спасибо компании «Эволюция тепла». Ребят, ну это просто произведение искусства. Я бы в квартиру Вы поставил сами такое. посмотрите. Давай повернем. Вообще красота. Вечерами смотреть на огонь. Что, друзья, печку разгрузили. Сейчас вот. Вот. Ренат, а как эта штука работает? Вась, ну смотри, такая Самовар. печка. Ага, Вот, получается, давай я тебе, вот инструкция есть. ага, вот. Ты в ней потом все на досуге Ага. поизучай, Ну да, как да, правильно ага. ей пользоваться. Вот задвижечки все вот эти, поддувала, все, зольники. Вот, дверка получается чугунная, Ага. стекло, со стеклом. Жар прочный, да. Соответственно, вот ты будешь лежать и кайфовать. Смотри, Романтик, да. все дела. Вот, ручечка тоже, смотри, такая прикольная. Вот. Тут, соответственно, видишь, металл какой толстый, Ну да. качественный, и, соответственно, долго придется ее топить, чтобы она прогорела. Она тебе будет служить долго. Ну, в любом случае, сюда топить там рекомендовано как бы дрова, ну, деревянные, как бы, уголь нежелательно. Ага, или Как бы, прессованные. это, тут да, брикеты. прессованные брикеты, там, Ага. вот руфовские, может, Да-да-да. торфяные, как бы они разные есть. Вот, смотри, видишь, тут трубы у тебя идут, Да-да-да-да. они снизу тепло, воздух холодный Да-да-да. заходит, Ага, отсюда у тебя уже выходит Вентиляция, теплый воздух. Кстати, где готовишь кушать? На кухне, ну, На чем? на плитке. На какой? Ну, газ Электрической? не портативный. Газовой? Да. Можешь не покупать. Вот это место приспособлено к готовке, да. готовке еды. Также можно кипятить воду, подогреть еду. Все здесь продумано, все сделано именно для этого. Так что у тебя как бы закрывается одной печью сразу несколько вопросов. Вот теперь давайте, наверное, Давай растопим, да. Шпилка называется, советская. Ты его весь клади туда сразу. Сразу пошла тяга. Вот смотри, видишь, у тебя вон оттуда, видишь?
Вася, не спеши, такие большие не Нет, клади. нет, Пу- я- Нет, пускай разожгется. Все хорошо там Не сделано. уминай ничего, Вася, он должен быть рыхлый. Да. Слушай, Доступ. А если мы трубу поставим, будет тяга? Еще тяга будет Ну, лучше. ну, у тебя такая плохая тяга. Смотри, он уже как паровоз запустил. Ну и уходить некуда, куда он туда и будет уходить. Поехали. Колес не хватает. Друзья, первый запуск произведен. Паровоза. Печка сейчас, как Василий говорит, паровоза. Первый запуск паровоза произвели. Сделаем печеные яблоки. Также, Вась, смотри, у тебя получается стекло будет коптиться. Ну, надо Вот, очищать. оно очищается от большого огня. Ага. Но лучше приобрести жидкость для очистки вот, именно стекол. Как бы там брызгалочка такая, побрызгал, бумажкой или тряпочкой стер, и все чисто. Я тебе потом скажу, какое средство. Я бы тебе рекомендовал как бы березовый, да. Или сосна, да? Ну, сосна это хвоя, вот как раз она будет оставлять Нагар. всяческие смолы на дымоходе. Ну, здесь подобран дымоход так, что его можно, ну, он будет обслуживаемый. Ну-ну-ну. Соответственно, спокойно можно будет его обслужить, Ну, давай. прочистить, и Это- тяга все будет Может, прекрасно. попробуем? Друзья, Василий говорит, нужно улицу отопить, а потом уже и в доме тепло будет. Джамшут говорит, если на улице тепло, дома тоже тепло. Это вот эффект какой, Пар. запотевание, да. Вот в самом начале пускай разгорится хорошо, и тогда прикрыл, потому что иначе стекло будет постоянно черное. Ага. Ну, я думаю, приятно любоваться, когда горит Ну да, огонь. чистое стекло, Вот, да. стекло чистое. Сразу полностью не закрывай, оно как бы разгорится, чистый огонь, тогда уже прикрываешь. Ну, короче, понятно. Вот. да. Ну и сейчас пускай она Да. протопится, ее надо будет пару часов потихонечку топить, как бы это, и все будет прекрасно. Печка нравится? Да, Красивая? она очень красивая. Мне кажется, что она прослужит больше 100 лет. Ух как! Вот так, друзья, такие соседи у Василия. Внукам достанется. Да, у Василия внуки будут еще топить. Ну что, Ром, свое мнение по поводу печи? Все, я себе такую беру. Однозначно. Если можно, я эту заберу, а? Это с Васей договаривайся. Давай, кто сильнее, тот и прав. Так, друзья, давайте покажу дом, так как вы его не видели. Вот сейчас пройдем небольшую экскурсию сделаю. Так, вот здесь с этой стороны получается боковая стена. Вот видно, уложены бревнышки. Вот, все пустоты заполнены глиной. Глина замешивается специальным образом. Сейчас у Романа уточним. Ну, здесь кровля, все стандартно. Здесь стоят столбы. Они облагорожены вот такой доской. Ты ее не брошировал, ты ее просто обжег. Да, она строгана, я просто ее обжег и все. Обжег газовой горелочкой. Вот, и, соответственно, ее еще покрыть маслом. Роман масло привез. Василий покроет, и она будет еще краше. Здесь уже эта стенка у вас получается штукатурена. Да, ну один слой еще слой сделаем, выровняем, все это будет ровненько. Вот эти ямки все они да, будет ровненько выравниваются. сделают. Вот, друзья, также смотрите, какой обалденный наличник Роман сделал. Просто-напросто красота. Вот, также здесь уже он пытался брошировал. Вот как бы болгарочка, да, ты тут какие-то места. Ну, вот все узорчики красивые. Все классно. Вот такой отливчик сделан. Прям обалденно. А смесь глина как готовится? Вкратце. Глина, песок и опилки. Можно сено, но сено неудобно, потому что торчит. А так либо сено, либо опилки. Именно вот связывающая часть опилка опилка, получается. стружка, неважно, да, что там будет. Вот это сейчас в стяжку, друзья, добавляют фиброволокно. И вот она как раз идет тоже связующее звено в этом, когда замешивают. Очень помогает. Вот так пока сложена стенка без глины. Потом она будет перебираться, монтироваться с глиной. Вот здесь получается Василий уже сам эту стеночку монтировал, укладывал. Вот, как правильно точно называется, не могу сказать, потому что сам первый раз это вижу. Вот здесь у них подготовлен оконный проем. Вот здесь прихожая, вот тоже
одна стена заложена полностью у них, также оконный проем. Основа, получается, дома это бревна. Вот, все запилено, все смонтировано, скреплено. Вот скреплено старым методом, скобы. Здесь, наверное, темно не видно. Вот здесь вот прекрасно видно, скоба. Ну, вот кровля у них металлочерепица. Ну, вот входная дверь, вернее, дверь уже в дом тоже смонтирована. Здесь темно, уже особо, наверное, будет плохо видно. Сюда занесли дымоход. Пол у них сделан, также утеплен. Давайте еще выйдем, посмотрим, как сделан у них фундамент. Фундамент с таким фундаментом я знаком. Вот, у них смонтированы, уложены подушки. Расскажи. Что? Очень просто. Шины. Покрышка. Да. Бэушная. Покрышка, на низ у нас рубероид, чтобы гидроизоляцию сделать. Засыпаем гравием, немножечко утрамбовываем. И сверху опять гидроизоляцию делаем такой же рубероид. Все. Вот, и не забываем, друзья, что у нас все покрышки должны быть в одной плоскости. Я это делаю с помощью нивелира. Если же нивелира нет, можно использовать водяной уровень. Как бы, что еще? С помощью каких этих Мы можно? так и делали, да, С помощью водяного но у нас не один уровень вышло, мы их догоняли уже. Добавляли немножко. Добавляли, да. Уже. Вот, нивелир, водяной уровень. Также лазерный уровень. Ну, с помощью лазерного уровня можно не только горизонт отстреливать, проверять, но и вертикальность. Вот, всего остального. Вот такой уютненький, компактненький домик получился. Я в этот дом привез печь от компании Эволюция Тепла. Друзья, я еще раз рекомендую эти печи. Они делают не только банные печи, которые я ставлю в свои бани, но также и делают печи отопительные. У них есть очень классный камин Бархан. Вот, если бы у меня не стояло камина, я бы себе обязательно такой приобрел. Просто-напросто смотрите, Роман как раскочегарил печь. Вот вон какая тяга классная идет. И вот так красиво все выглядит. У меня вопрос, Ренат. У меня сейчас как раз строится баня. У нее тоже объем парной где-то 2 на 2. Ага. Какую печь порекомендуешь? Ну вот, я бы от них же рекомендовал. Потому от них, что на сайте все можно найти, да? Да, ну можешь мне написать, как бы есть печи, которые я ставлю, я тебе скину, просто посмотришь, да. Хорошо. Так что, друзья, не только мне нравятся эти печи, вот ребята тоже оценили. Вот, и не только отопительную. Роман еще хочет пообщаться по поводу печной бани. Банной печи заговорился. Также, Ром, у них не только стальные печи, еще есть у них банные именно чугунные. Но у тебя, да, прям я ездил к одному пармастеру, у меня есть выпуск по этому. Там стоит у них печь чугунная, но у них там объем большой, она начинается от 18 кубов. Вот, как бы, соответственно, тоже. Если вдруг будут в планах увеличения, то просто-напросто ценовая политика у этих печей на порядок лучше, чем у других производителей. У них цена на порядок приемлемее. Что, как тебе печка? Во. Ну, первое впечатление по сравнению с то, что раньше советские были, и вот это, ну, по эстетике, по красоте, конечно, да, хорошо. Ну, плюс еще я же не знаю, вот сейчас, если ее занести, грубо говоря, вот растопить, посмотреть, как эффект будет сам. И, грубо говоря, уже я тебе точно... Ну, ты видел сейчас, когда... Сейчас, да, стоишь рядом, во-первых, уже жар дает. А там закрытое помещение будет этот уже более-менее тогда... Можешь не переживать, печка классная. Ну, как говорится. Ну что, друзья, вот такой выпуск у меня получился. Хочу вам пожелать от себя всего самого наилучшего. Всех благ, крыши над головой, чтобы в доме у вас всегда было тепло, уютно и комфортно. Вы были на канале Ренат Строит. До новых встреч, друзья, в новых выпусках. Пока-пока.